Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня я расскажу вам о том, как можно отремонтировать поломавшиеся ножницы, которые еще прослужат некоторое время, и некоторые такие же выбрасывают. Но сегодня сын принес детские ножницы, сказал, что вот такого плана они поломались, а поломалась именно вот эта часть. Видно, что она лопнула. Теперь нам необходимо ее отремонтировать. Эту сторону я уже ремонтировал. Осталось ремонтировать эту. Я покажу вам, как это делается. Легко и просто. И они еще некоторое время послужат. Не спешите выбрасывать то, что еще может поработать и пригодиться в хозяйстве. Для ремонта этих ножниц нам понадобится суперклей. Обычный, в самый момент. Здесь мне 505, Сила Плюс, китайский, самый дешевый. Понадобятся нитки обычные, швейные, синие, так как под цвет ручки, чтобы не сильно было видно ремонтируемую часть. Понадобятся обычные ножницы для резки, нитки. Приступим к работе. Для начала берем ножницы и приступаем к заклеиванию этой части, которая лопнула. Вынимаем отломавшуюся часть из ручки и с помощью суперклея наносим его в образовавшуюся трещину. Вот. Теперь помещаем ручку ножниц обратно на режущую часть. Вот таким образом. Если у вас остался отломавшийся кусочек, то можно приклеить и его для лучшей эстетики. Предварительно промазал клеем. Я клеем не помазал, поэтому оно не берется. Но мы помажем клеем тоненьким слоем и придавим его на место. Желательно, чтобы руки не приклеились при этом. После того, как кусочек этот слегка прихватился, он клеиться не хочет, берем наши нитки швейные и круговыми движениями приматываем его к ручке. Аккуратненько, с небольшим натягом. Необходимо виток к витку плотно наматывать нитку на ручку. После того, как один слой намотан, берем суперклей и пропитываем нашу нитку обильно со всех сторон. Таким образом образуется совершенно крепкий слой, плотный, который невозможно будет потом так легко поломать, как поломалась китайская пластмасса. Таким же образом крутим еще один слой контрольный, чтобы ручка оказалась более прочная и выдержала нашего маленького экспериментатора, который любит все вырезать, в том числе картон твердый и прочие твердые сорта бумаги. После того, как нанесли второй слой, также суперклеем пропитываем со всех сторон. И отрезаем нитку. При этом
этот оставшийся кусочек также прижимаем к остальной массе. Нашей намотки. Вот так аккуратненько получилось. Может, не очень аккуратненько, но практично. И новые ножницы пока можно не покупать, а пользоваться этими. Осталось подождать несколько минут, пока суперклей высохнет, и после этого приступить к резке бумаги и прочих веществ, материалов. Вы посмотрели видео о том, как можно отремонтировать обычные детские ножницы, не покупая новые. Это мера временная, но тем не менее, после того, как это все уже поломается, ручка, их тогда можно выбрасывать с чистой совестью. Вы были на канале Дело мастера боится. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, будьте с нами. Всем пока!